Весной 1989 года группа из 23 школьников и их учительницы миссис Хэмингтон отправилась на учебную экскурсию в леса штата Орегон. Эта экскурсия была частью курса по географии, и все ожидали хорошей погоды, а также интересных наблюдений во время их поездки. На первый взгляд, все шло по плану. Маршрут был стандартным и хорошо известным, а на небе не было ни единого облачка, что приглашало к приключениям. Тем не менее, к вечеру ни один из участников группы так и не вернулся обратно в школу. Учебный автобус остался на стоянке, а мобильные телефоны молчали. Волнение и страх начали заполнять сердца родителей и учителей, ведь гости, как оказалось, не отправились в места, о которых они давно мечтали. Теперь эта поездка обернулась зловещей загадкой. Директор школы, ощущая тревогу по поводу отсутствия учащихся, немедленно вызвал полицию. Сначала все предполагали, что дети просто потерялись в лесу, и никто не думал о том, что может произойти что-то более страшное. Однако с каждым часом паника и тревога росли, волнение становилось все более тяжелым, напоминая о клубящемся в воздухе грозовом облаке. В срочном порядке были подключены поисковые отряды, волонтеры и кинологи, которые пытались исследовать местность в радиусе 30 километров. Вертолеты поднимались в воздух, готовы были облететь каждый дюйм забытых уголков леса. Система безопасности работала на полную мощность. Но ничего, ни следов, ни личных вещей, ни тел. Этот безмолвный лес казался совершенно странным и необъяснимым, как будто школьники исчезли в воздухе, занося свое присутствие в небытие. Спустя несколько месяцев поисков, без каких-либо зацепок, давление на местные власти сильно возросло. Родители детей требовали объяснений, а общество требовало действия. СМИ начали выдвигать теории от массового похищения до неожиданных природных катаклизмов. Но ничего не подтвердилось, несмотря на все усилия. Спустя год стремительное дело заморозили. Его вспоминали лишь в годовщину трагедии, когда воспоминания о жизни в сообществе вновь всплывали и в локальных подкастах о тайнах прошлого и незаживающих ранах. Это было вдруг напоминанием о том, насколько легко можно потерять близких и как быстро непонимание может возникнуть в самом сердце общества. Прошло 35 лет. В апреле 2024 года один турист, которому уже исполнилось 50 лет, решил совершить пеший маршрут по малоизвестной тропе, углубляясь в нецелевые краски природы. Неожиданно его внимание привлекла металлическая серая фигура, лежащая в кустах. Он подошел ближе и увидел, что это была женщина, которая была без обуви, ее кожа была измождена и повреждена, следы солнца и веток покрывали ее тело, как шрамы темного прошлого. Пульс у нее был едва ощутим, под его мягкими пальцами он пульсировал, как слабо звучащий звук. Первое, что пришло ему в голову, вызвать службу 911, вспомнив, до чего можно дойти, чтобы спасти жизнь. Не время для паники, нужно действовать, пока она еще жива. Женщину, вскоре госпитализировавшую, обследовали врачи, которые определили, что состояние у нее было крайне тяжелым. Она пришла в себя лишь через день и была напичкана наркотиками и водой. Врачи зафиксировали у нее сильное обезвоживание, значительную потерю веса, следы истощения и физического достижения физических границ. Психическое состояние оставляло желать лучшего. Она приходила в сознание короткими отрывками, рождая неясные комбинации в своем сознании и произнося малоразборчивые фразы, которые возвращали ее в больницу. Наконец, когда она смогла говорить более связно, она потребовала вызвать полицию. Ее глаза были полны настойчивости и упорства.
Прибывший детектив Джон Смит, еще в 1989 году занимавшийся делом о пропаже школьников, был просто шокирован, когда услышал ее имя и историю. «Меня зовут Софи Уитмен. Я из школьной группы, которая пропала в 1989 году». Услышал ли он ее слова, и это вызвало мгновенное замешательство. Словно пропавшая фея вернулась из далекой сказки, но она не была мечтой. Это было реальное восстановление. В момент, когда она произнесла это, ни она, ни Джон не могли предположить, что такое событие перевернет их жизни. Детектив сперва думал, что это ошибка или тяжелое заблуждение, но отпечатки пальцев, ДНК и архивные фотографии подтвердили личность пропавшей. Потратив несколько часов на привлечение дополнительных ресурсов, Смит вызвал шефа полиции Харриса, который в 1989 году был младшим следователем и плохо мог забыть то дело, которое не оставляло ему покоя на протяжении всех этих лет. Софи начала рассказывать, что она помнит о роковом дне. В тот день их класс отправился на экскурсию в лес с учительницей, которая была не только педагогом, но и матерью для многих из этих детей. Они отклонились от маршрута на мгновение в поисках чего-то нового и увлекательного. Это было взрослое решение, которое могло обернуться катастрофой. Они решили посмотреть на интересные геологические образования, когда земля под ними вдруг обрушилась. Они падали в темную пещеру. Это были недоступные части старой пещерной системы, о которой никогда не упоминали ни в одном учебном пособии. Она была забыта под пластами времени, ее опасности скрывались от невежества обычных людей. Софи начала рассказывать, что она помнит о роковом дне. В тот день их класс отправился на экскурсию в лес с учительницей, которая была не только педагогом, но и матерью для многих из этих детей. Они отклонились от маршрута на мгновение в поисках чего-то нового и увлекательного. Это было взрослое решение, которое могло обернуться катастрофой. Они решили посмотреть на интересные геологические образования, когда земля под ними вдруг обрушилась. Они падали в темную пещеру. Это были недоступные части старой пещерной системы, о которой никогда не упоминали ни в одном учебном пособии. Она была забыта под пластами времени, ее опасности скрывались от невежества обычных людей. Пока они пытались понять, что произошло, обрушение отрезало путь наружу. Нет связи, никто не знал, где искать остальных, они были полностью отделены от остального мира. В панике, объятые густым страхом, дети начали кричать, искать пути побега, но все было напрасно. Пещера была темной, с узкими проходами и почти без кислорода, как живое злое судно, занесенное в морскую бездну. Первые дни прошли в страхе и панике, как затменье. Страх напоминал крепкий холод, лишавший надежды. Постепенно, поняв, что их никто не будет искать, они начали действовать, собираясь в группы, чтобы хотя бы создать иллюзию контроля в своих жизнях. Составив правила, которые помогали поддерживать порядок и организовать процесс выживания, миссис Хэммингтон взяла на себя роль лидера. Она вела дневник, записывая не только события, но и мысли, свет в абсолютной темноте. Она пыталась успокоить детей, передавая уверенность через свои слова. Ее голос звучал как мелодия, надежная и успокаивающая на фоне тревоги. Вода капала с потолка, они пили из нее, а питались корнями и плесневыми грибами, найденными в темноте подземелий.
Позже стали сооружать примитивные ловушки на мелких подземных существ, которые могли стать их последней надеждой на пропитание. Коллективное взаимодействие создало атмосферу единства, несмотря на непрекращающиеся страдания. Некоторые ребята не выдержали стресса, и их не стало. Смерти от травм, инфекций и обострений хронических болезней происходили быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Некоторые из детей начали терять рассудок. Уныние охватывало их души и порывом ветра уносило далеко за края лица. Но миссис Хэммингтон оставалась рядом и вела свою маленькую армию к оставшемуся единственному пути — к выживанию. Каждое утро они делали зарядку, обсуждали планы на день и находили поводы для смеха, которые помогали облегчить волнение. «Мы должны выжить, чтобы нас нашли», — говорила она, наполняя детей надеждой, словно факелом в бескрайних тенях. Софи продолжала рассказывать, как они ждали. Сначала дни, потом недели, а вскоре, казалось, перестали считать время вовсе. Они оставляли свои надежды у входа, где некогда стойкая твердость времени вдруг обернулась неопределенностью. Память о времени стиралась, превращаясь в эфемерные образы. Но в одном Софи не теряла надежды. Поиски выхода продолжаются и продолжают, взывая к тому, что они сами созданы для борьбы и преодоления. Пару лет назад в одной из боковых пещер Софи заметила трещину, узкую щель, которая могла стать дорогу к спасению. Сначала с колебанием и риском она подумала, что ей показалось, но потом стала ее исследовать, доверяя своим ощущениям на грани реальности. На расчистку прохода ушло почти полгода. Каждый день Софи вырубала камень, пробираясь все глубже, как шахтер, превратившись в рабыню своих надежд и страстей. На третий день, истощенная, но полная надежды, она, наконец, увидела свет в конце тоннеля и, стремительно выбравшись наружу, начала бежать в сторону неба, как неземное создание, которое было освобождено. За сутки ее нашли и вызвали помощь. Площадь, где проходила ее история, вдруг повернулась к ней, и теперь она стала недоступной только для нее самой. На место инцидента приехали полиция, спасатели и ученые, доктора и журналисты, готовые встретить ее обратно в мир. Расположенная далеко от прежнего поискового периметра, пещера оказалась никем не обследованной, так как за десятилетия активная растительность скрыла ее от небрежных надежд. На спутниковых снимках виднелся небольшой провал Земли, вероятно, тот самый обвал, который затопил их судьбы с окончательной силой. Работы шли долго и осторожно, каждый шаг с осторожностью исполнялся в ожидании разрушительных последствий. Спасательная операция заняла 72 часа, которые пролетели как века. В конечном итоге команда смогла добраться до основной камеры. То, что они нашли, как свет прожекторов, отражающийся на большом полотне, не поддавалось описанию. Там находились 17 выживших, которые казались забытые временем, осунившиеся лица, их потускневшие взгляды, нервные реакции на яркий свет, научивший их не бояться. Медики позже установили, что у них начались дегенеративные изменения кожи, зрения и нервной системы, так как они долгое время были лишены солнечного света, на который всегда полагались. Все, что им осталось, это был не просто путь обратно в дом, это было небо, открывающееся перед ними с новыми возможностями и, в конце концов, новая жизнь. Клинические исследования подтверждали их идентичность, и каждый из них был связан с квалифицированными специалистами, готовыми вмешаться.
Все это время врачи стучали по нашему пониманию человеческой хрупкости, нашей восприимчивости к чудесам даже в самых жестоких глубинах. Софи вернулась в полюбившийся ей город. Ее дом был продан, ее родители умерли, а она, как будто потерянный корабль, блуждала по обновленным чужим улицам. Город изменился до неузнаваемости. Новые решения, эмоции, ценности завоевывали пространство, оставив ее с искушением оторваться от жизни, которую она знала. На месте старой школы стояли новые здания, свидетельство времени, которое продолжается в течение многих лет. Это было не просто новое начало, это было возвращение в совсем другую реальность. Люди, местная культура, даже технологии – все сильно изменилось, и Софи почувствовала себя одинокой среди обновленного мира, словно гость из другого времени. Теперь она была не просто потерянным ребенком, она стала символом надежды, а ее история вдохновляла многих, вызывая слезы и радость одновременно. «Самое страшное, — говорила она журналистам, — это то, что иногда я скучаю по тишине подземелий. Там было хоть что-то понятное. Каждое падение могло обернуться надеждой. А здесь все слишком быстро, меняется за исключением еще одного исчезновения. Следуют новые приключения, и не хочется пропускать ни одного удушающего удара». Спустя полгода большая часть выживших все еще проходила реабилитацию. Им помогали адаптироваться к новой жизни, обучая использовать мобильные телефоны, знакомя с современными деньгами и изменившейся культурой. Многие разместились в реабилитационных центрах, безопасных и вспомогательных, а другие нашли приют у дальних родственников, которые помогали развивать потерянные традиции. Все понимали, что восстановление — это не просто физическая реабилитация, это новое восприятие жизни, требующее времени. Они пополнили свой жизненный опыт новыми отношениями, воспоминаниями, смеющимися в узорах неопределенности. История исчезновения класса из школы в Орегоне стала не просто мифом, а одним из самых необычных случаев выживания в истории США. Каждый дюйм темных подземелий стал любимой историей, где никакая воля не могла принудить жестокую реальность. Без сверхъестественного вмешательства только сила природы, воля к жизни и несгибаемый дух. Несмотря на физические и психологические травмы, выжившие продолжали свое существование и шли вперед, постепенно справляясь с новыми реалиями своего бытия, и в самом этом процессе заново искали себя. История исчезновения класса из школы в Орегоне стала не просто мифом, а одним из самых необычных случаев выживания в истории США. Каждый дюйм темных подземелий стал любимой историей, где никакая воля не могла принудить жестокую реальность. Без сверхъестественного вмешательства только сила природы, воля к жизни и несгибаемый дух. Несмотря на физические и психологические травмы, выжившие продолжали свое существование и шли вперед, постепенно справляясь с новыми реалиями своего бытия, и в самом этом процессе заново искали себя. Некоторые из них начали помогать другим, кто сталкивался с подобными испытаниями,
И Софи, вдохновленно духом своих одноклассников, решила работать в благотворительных организациях, которые помогали детям и подросткам, пережившим травмы. Она стремилась к тому, чтобы помочь другим не терять надежды. Каждый раз, когда она начинала новую работу, она вспоминала о безмолвной поддержке миссис Хэмингтон, которая учила ее стойкости и храбрости. Их взгляд, полный страха и надежды, навсегда остался в ее памяти, как мимолетное согласие в том, что, несмотря ни на что, они все вместе, и их сила принадлежит только им. Каждый год, в годовщину того страшного события в Орегоне, местные жители собирались, чтобы вспомнить тех, кто пропал, медленно очищая свои сердца от ожогов, шока и боли. Софи и несколько ее одноклассников решили провести выставку в местном музее. Эти потерянные воспоминания оставили им как свидетельство их роста и борьбы за жизнь. Они собирали воспоминания, фотографии и учебные материалы, чтобы показать, кто они были тогда, когда вокруг них началась настоящая жизнь. Выставка привлекла внимание средств массовой информации и студентов. Они стали местом, где люди могли делиться своей поддержкой, где каждое слово было написано на страницах забытого времени, мгновения, когда все начиналось снова. С каждым годом Софи все меньше ощущала страх перед тем, что произошло в прошлом. Она научилась принимать свое новое «я», понимая, что каждая травма может стать основой для роста и нового восприятия. Общество, например, приняло ее новым человеком, и без печали в глазах она двигалась вперед, принимая все, что было ее неразрывной частью. В то время, как ее история вдохновляла многих, она также напоминала каждому человеку о величии человеческого духа. Спустя столько лет после трагедии Софи Уитман и ее одноклассники стали символом не только непокоренной воли к жизни, надежды и смелости, но и примером того, как сила духа может разрешить даже самые сложные ситуации. Через все испытания они прошли вместе, и даже когда оставшиеся из них расходились в разные стороны, они знали, что соединяют невидимые нити братства, брошенного в самые темные уголки их жизни. История исчезновения класса из Орегона – это не просто случай. Это свидетельство силы духа, случай, который напоминал всем о важности поддержки друг друга в трудные времена и о том, что каждый из нас имеет возможность воскресенуть из мрака, как из пещеры. Жизнь продолжается, и каждый день предоставляет новые шансы для того, чтобы жить и любить, и найти новые способы преодолеть страх и одиночество, как бы тяжело не было.